Всем привет! Сегодня у моего сына день рождения, ему исполнилось 18 лет, и хочу приготовить сегодня одно из самых его любимых блюд, очень летних, и называется он кукси. Очень известное блюдо. И начнем с мяса. В каждой семье свой рецепт кукси. Итак, тут у меня 600 грамм говядины. Мы будем его нарезать соломкой. Итак, я нарезаю сначала пластами, а потом вот такой вот тоненькой соломкой. И все продолжаю, все мясо также нарезаем. Мясо мы нарезали, теперь мы нарезаем лук. Так, я беру целую луковицу, большую достаточно, и просто мелко шинкую. После лука я шинкую болгарский перчик. Болгарский перец ложить не обязательно, но я очень люблю, когда прям этот запах болгарского перца именно с мясом. Также соломкой. Следующий помидор. Дальше у нас идет зелень. Это у меня кинза. Мелко ее нарубаю. Рублю. Здесь у меня где-то половина пучка зелени. У всех он разный, поэтому на свой вкус можно меньше. И чеснок. Я кладу достаточно много чеснока, потому что люблю чеснок, особенно в сочетании с мясом, чтобы не оставался такой запах какой-то мясной. Все ингредиенты нарезаны, подготовлены, и мы приступаем к приготовлению мяса. Тут у меня 45 грамм растительного масла. Можете налить больше, можете, если хотите пожирнее, чуть больше. Если хотите не такой жирный, чуть-чуть меньше. Сразу практически кладу луковицу нашинкованную. И обжариваю минуты 2, не больше. Лук минуты 2 обжарился, и я кладу мясо. Обжариваю мясо до тех пор, пока у него не появится сок. Если у вас мякоть с мягкой части, то она обжарится быстро. Если с жесткой, то чуть-чуть дольше. Но обычно я всегда наливаю воды после обжарки. Мясо уже вот пускает свой сок. Как только весь сок сейчас у меня испарится, я налью воды, потому что я люблю больше тушеное мясо, нежели жареное. Оно и полезнее так. Поэтому еще немного, буквально вот пару минут подождем, пока сок мясной испарится. Мясной сок почти испарился, я добавляю болгарский перец и помидоры. Все это хорошо перемешиваем. Болгарский перец добавлять не обязательно, это по желанию, кто любит. Можно добавить меньше, можно добавить не желтый, а красный или зеленый. Разницы нет. Все перемешиваю буквально пару минут. Когда болгарский перец и помидоры уже чуть-чуть притушились, и наливаю воды. Прям такую хорошую порцию воды. Смотрите, что почти все мясо покрылось. 1 стакан у меня ушел. Ставлю на маленький огонь, закрываю крышку и оставляю тушиться. Следующее, что у нас будет входить в кукси, как бы салат, мы называем это чуми по-корейски. Кукси состоит из лапши и нескольких видов салата внутри. И мы будем делать капусту. Капусту все делают по-разному. В основном в кафешках вы видите капусту свежезаправленную, но дома я всегда делаю тушеную капусту. Также мелко соломкой нарезаю капусту. Здесь у меня, кстати, килограмм, 100 грамм, минус кочерышка, килограмм, получается килограмм капусты.
Капусту я нашинковала. Теперь беру. Здесь у меня столовая ложка соли. Я ее посыпаю. И перемешиваю. Чтобы капуста слегка опала. Кстати, на заднем фоне у меня там мясо тушится. Как раз пока мясо тушится, за 15 минут мы сможем с вами подготовить остальные все ингредиенты. И, в принципе, это не будет так долго, как кажется. Следующее нарежу лук. Лук у меня большой, поэтому я возьму только половинку. Также соломкой. И беру вот такой один большой помидор. Также отрезаю все лишнее и нарезаю тоненькими половинками. Дальше у нас идет зелень и чеснок. Все так же остается по-прежнему у меня кинза. Чуть-чуть меньше, чем на мясо. И чеснок у меня 5 зубчиков. Можно чеснок через чеснокодавилку сразу надавить на все ингредиенты. Вот. Но можно заморочиться и сделать как я. Эти ингредиенты мы подготовили, переходим к следующим. Я подготавливаю следующим этапом огурцы. Отрезаю вот так вот чуть-чуть наискосок. Опки. И сам огурец я тоже чуть-чуть наискосок пополам, потому что он очень длинный у меня. Затем еще раз пополам. И здесь также. И вот так вот по диагонали, буквально 3-4 миллиметра толщиной нарезаю огурцы. Они получаются такие длинненькие, даже не 3-4, а 5 миллиметров. Они получаются вот такие длинненькие и красивенькие. Огурцы нарезала. Здесь у меня 1 килограмм огурцов. И также я беру не столовую ложку, чуть-чуть меньше соли и перемешиваю. Пока огурцы будут солиться, нарежем следующие ингредиенты. Так, следующий я буду резать помидор. У меня слишком большой. Здесь где-то почти половина, не знаю, почти 400 грамм или почти полкило. Поэтому я отрезаю половинку. Это будет как один большой помидор. И нарезаю этот помидор кубиками. В каждой семье готовят вот эти вот ингредиенты, салаты, которые будут находиться внутри кукси, по-разному. Например, огурцы и капусту. Капусту делают свежую, кто-то делает тушеную, я делаю тушеную. И огурцы тоже абсолютно в каждой семье готовят по-разному. Кто-то делает с луком, я делаю без лука. Так, нарезаю вот помидор. Сюда же нарезаю зелень. Та же самая кинза. Чем больше зелени в куксе, тем оно будет вкуснее. Если не любите кинзу, можете не класть. И здесь уже чуть-чуть у меня поменьше чеснока. Так, 4 зубчика. Также мелко. Пока мы подготавливали капусту и огурцы, наше мясо уже достаточно хорошо потушилось. Я убираю крышку. Видите, сколько сока еще осталось. Вообще я люблю, когда остается сок, чтобы потом его доливать сверху. Овощи тоже мягкие уже, потушились. Мы тушили ровно 15 минут. Теперь нам надо посолить. Солите на свой вкус. И добавить специи. Здесь у меня черный перец, молотый кориандр и паприка. Ничего острого. Еще раз я все это перемешиваю. Без крышки еще где-то я вот так вот оставляю тушиться минут на 5, чтобы все специи пропитались хорошо в мясо. 5 минут прошло. Закидываем зелень и чеснок. И на этом этапе я сразу выключаю газ.
Тушу огонь. Перемешиваю все это дело. Аромат обалденный. И перекладываю в контейнер. С мясом справились, и следующее у нас идет капуста. Здесь у меня 80 мл, 85 где-то грамм растительного масла. Чуть-чуть больше я вливаю, чуть-чуть больше, чем в мясе. Лук. Капуста готовится очень быстро, поэтому не пережарьте, не перетушите. После того, как лук немного притушился, кладем помидор. Помните, у меня был большой помидор, и перемешиваем. Помидору дадим хорошо потушиться. Помидоры у нас потушились хорошо, смотрите, они уже какие, брызгаются. И теперь смотрите, если у вас очень сочная капуста, то вы ее слегка отжимаете и потом тушите. У меня капуста не супер сочная, сок от нее не отжимается, я ее просто перекладываю. И вот в конце немножко, да, можно еще отжать. Ну, как вы видите, вот совсем чуть-чуть. Все это хорошо перемешиваю. Огонь я не уменьшаю, оставляю достаточно большим, потому что капуста очень быстро жарится. Вот, все, капуста готова, она должна немножко хрустеть. Попробуем на соль. Я дополнительно не солю, потому что до этого мы солили, если вы помните. И добавляем специи. Очень много сюда добавляю паприки. И красного острого перца можно его не добавлять, да, добавить только паприку. Молотый кориандр, чуть-чуть черного перца. И все это хорошо перемешиваем. Капуста должна оставаться хрустящей. Выключаю газ. И на этом этапе добавляю зелень с чесноком. Все хорошо перемешиваю, быстро-быстро. И не оставляю в горячей сковороде, и сразу перекладываю в контейнер. Капуста готова, приступаем к следующему. Огурцы уже у нас хорошо усолились. И смотрите, мы их должны отжать, но прям я отжимаю их прям слегка. Не чтобы они были сильно мягкие, прям буквально слегка. Иногда я просто сливаю с них воду, и все. Напоминаю, здесь у меня 1 килограмм огурцов. Если вы не любите кукси кушать на следующий день, готовьте в 2 раза меньше. Для меня, если я поела кукси только 1 раз, домашний кукси, 1 раз, это как будто бы я его не поела. Мне надо покушать 2 или 3 раза. Поэтому я делаю всегда чуть-чуть побольше, чтобы нам хватило на 2-й день. Хотя бы на 2 раза. Все салаты в холодильнике прекрасно стоят. Я 2. Единственное, огурцы, они немножко мягкие потом становятся. Но для меня это не проблема. Кто любит кукси, тот поймет. Отжала. И теперь смотрите. Сюда добавляю 40 мл растительного масла. И как я уже говорила, что все готовят по-разному. Половину чайной ложки, потому что огурцы уже соленые. Половину чайной ложки соли. 2 чайные ложки сахара. Такие неполные у меня. И специи: черный перец, молотый кориандр, паприка и острый перец. Буквально по пол чайной ложки. Всего, кроме черного перца. Черный перец щепоточка. Тут у меня уксус. Одна чайная ложка 70% уксусной эссенции. И наши нарезанные помидоры и зелень. Все это дело перемешиваем. Как я уже говорила, все салаты на кукси готовят в каждой семье по-разному. Я знаю, что в огурцы многие добавляют жареный лук, а мы не добавляем. Поэтому попробуйте и тот вариант, какой вам будет вкуснее. Огурцы готовы, и я переложу это все в контейнер. Следующим этапом подготовим яйца. Разбиваю яйца. И добавляю, здесь у меня где-то 40 грамм, 30-40 грамм сливочного масла. Растительного масла. Все это хорошо взбиваю. Включаю на этом этапе газ, чтобы сковорода хорошо нагрелась.
Мы будем делать с вами яичные блины. Хорошо я взбиваю. Кто-то добавляет воду, я не добавляю. Я всегда делаю в таком ковшике с ручкой, потому что так удобнее наливать. Хорошо нагретую сковороду наливаем тонким слоем. Все это готовится достаточно быстро, легко отходит. Ну все, буквально 5 минут и яичные блины готовы. Заворачиваем в такой рулетик и мелко соломкой нарезаем. Перекладываю в контейнер. Почти все ингредиенты готовы, осталось дело за малым. Переходим к куксимури. Куксимури — это такая вода, бульон, как по-другому говорят, но это не бульон, это просто, как это сказать, так и переводится вода от кукси. Ну, в общем, это такая вкусная заправка, я бы так сказала. Пока мы будем делать с вами куксимури, я уже поставила воду на лапшу, чтобы отварить лапшу. Приступаем. Все ингредиенты будут написаны под видео, и они будут рассчитаны на 1 литр воды. Здесь у меня 2 литра воды, поэтому я взяла все в 2 раза больше. Тут у меня 100 грамм сахара, у меня органический сахар, 10 грамм соли. На этом этапе я начинаю помешивать. Перемешиваю. Примерно 20 грамм томатной пасты. Перемешиваю все. Когда сахар уже с солью растворится с томатной пастой, я добавляю уксус. Здесь у меня 2-2,5 столовые ложки. Вы смотрите по своему вкусу. Я люблю, когда чтобы было чуть-чуть покислее. И 100 мл соевого соуса. У меня светлый соевый соус, поэтому вода получается не такая темная. Соевый соус бывает разный, бывает светлый, бывает темный. Светлый. Все хорошо размешали и добавляем туда овощи. Половинка помидора, которая у меня осталась от огурцов. Я ее нарезаю кубиками. Огурец. Огурец нарезаю соломкой. И укроп. Здесь у меня такой маленький пучок или половина большого. Очень мелко нарезаю укроп. Все это добавляю в эту воду. Все это перемешиваю. Вот такая красота у нас получается. Идеальный. Такой сладко-кисло-соленый получилась вода. Пока моя вода закипает, сейчас я вам покажу еще один салат, который мы добавляем, и это отличает домашний кукси от ресторанного, от кафе. Итак, мне нужна луковица, я беру ту половинку, которая у меня была, нарезаю достаточно крупно, более крупно, чем на капусту. Мне нужен помидор, прям целый, большой, такой огромный, около 400 граммов. Нарезаю тоже достаточно крупно. И сейчас я буду жарить. Я уже нарезала предварительно 2 болгарских перца и острый перец. Мы будем делать с вами острую заправку. Вливаю где-то примерно 50 грамм растительного масла. Обжариваем лук. Лук я долго не обжариваю. Сразу закидываю перец. Пока перец обжаривается, это будет минут 5. Подготовлю зелень. Сюда зелень я нарезаю достаточно крупно. Прям вот такими. И чеснок тоже очень крупно. Перец очень острый. Долго не жарю его, сразу говорю. Добавляю помидор. На этом этапе я его подсаливаю. Где-то половина столовой ложки соли. Смотрите, я сыплю сюда на глаз, смотрите. Пробуйте на соль. Если будете делать, это вообще не обязательно. Если вы не кушаете острое, то можно не жарить этот перец.
Как только помидор уже поджарился, все остальное я кладу специи. Здесь у меня, как всегда, паприка, черный перец и молотый кориандр. Все быстро перемешиваю. Также выключаю газ. И потом уже добавляю зелень и чеснок. Смотрите, какая красота получается. Перекладываю. И вода уже закипела. Так как лапша готовится очень быстро, подготавливаю сразу дуршлаг. Это может быть любой дуршлаг. У меня вот такой. Вот. Подготавливаем. Тут у меня килограмм лапши. Я не буду ее ложить всю, чтобы лучше на второй раз сварить новую, свежую. Ну и так как у нас сегодня день рождения, и нас сегодня немало, 800 грамм лапши отвариваю. Закидываю лапшу. Лапша готовится очень быстро. Вы смотрите на своей этикетке, сколько будет готовиться ваша лапша. Лапша для кукси обычно вот такая вот очень-очень тонкая. Перемешиваем. Сразу перемешиваем, потому что она очень быстро липнет. Ну вот, лапша отварилась, и я ее сразу под проточную холодную воду набираю. Ну вот. Лапшу я хорошо промыла, прям в ледяной воде, как можно холоднее. И теперь мы собираем порции. Обычно я беру вот так вот на руку и наматываю такую порцию. Перекладываю. И получаются такие порции. По граммам примерно одинаково. Лапша есть разная. Есть, которую можно замачивать, она более тягучая. И такая немножко жесткая, тяжело жуется. А это отварная лапша. Отварная лапша, она более мягкая. Того этапа было достаточно, но я долго думала, показать или нет. Сейчас я вам покажу один рецепт, который кушается, наверное, только в нашей семье. Если честно, я не видела, чтобы кто-то еще готовил такой салат. И для этого нам понадобится только лук. Лук мы нарезаем достаточно крупно. Это, знаете, как бы тот самый семейный секретный ингредиент. Хаотично нарезаю просто крупно лук. Так готовила моя бабушка. Вот. И когда-то в послевоенные времена они жили очень тяжело. Но кукси это просто любимое блюдо, наверное, в нашей семье одно из любимых. Поэтому так готовила бабушка, когда не хватало денег, чтобы купить другие продукты, чтобы приготовить салаты к кукси. Здесь у меня где-то 40 мл растительного масла. Готовится вообще просто очень быстро, но это безумно вкусно. Обжариваем лук до готовности. Постоянно помешиваем и не даем ему подгореть. Жарим до прозрачности, чтобы вот эта горечь луковая, она ушла. Смотрите, лук уже у меня подошел. Уже пахнет вкусно. Я его солю. Добавляю специи. Здесь у меня только черный перец и острый перец. Можно положить паприку, не обязательно добавлять острый перец. Перемешиваю. И добавляю уксус. Полторы столовые ложки пока что положила. Думаю, будет достаточно. Я хочу добавить еще немного паприки. Выключаем газ и пробуем на уксус. Лук должен получиться такой кисленький. Если кислоты недостаточно,
положу еще. Ну вот и все. Смотрите, сколько мы всего приготовили всего за каких-то 1,5-2 часа. Это неимоверно вкусно. Это одно из самых любимых моих блюд. Что ж, набираем. Капусту я вообще могу кушать просто так. Она неимоверно вкусная. Добавляем яйца. Все это заливаем такой вот заправкой, вкусной водичкой. Вот такая большая порция получается. Съедается быстрее, чем готовится в 10 раз, потому что это очень вкусно. И я еще хочу сюда добавить немного кунжутных семян для красоты. И это будет не только красиво, но еще и вкусно, если ваши семена поджаренные. Вот такая красота у нас получается. Очень вкусно. Обязательно готовьте и угощайте своих родных и близких. Всем спасибо. Пока-пока.